Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых обращений из ManyChat в Google таблицы. Это нужно для того, чтобы в автоматическом режиме передавать все ваши новые обращения из ManyChat в другие системы. Например, вы можете добавлять новые строки в Google таблицы при каждом обращении из ManyChat. Удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных ManyChat. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт ManyChat в системе Apex Drive. При необходимости вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». После создания аккаунта кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо скопировать URL для приема данных и перейти в систему ManyChat. Именно на эту ссылку будут приходить данные по всем новым обращениям. Для начала необходимо перейти в раздел автоматизации и выбрать нужную секвенцию. Далее необходимо добавить новое действие Action. Не забудьте указать, после какого этапа это действие должно срабатывать. Теперь необходимо перейти к настройке действия. В этом окне вам необходимо нажать Action и выбрать действие External Request. Далее необходимо перейти к его настройке. Вставьте скопированную ссылку в системе Apex Drive в поле Request URL. Перейдите на вкладку Body и добавьте все доступные переменные в ManyChat. Далее необходимо сгенерировать новые тестовые данные или кликнуть по кнопке Test the Request. Когда тест успешно пройден, кликаем Save. Теперь возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные, которые только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, описанные ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных ManyChat успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных указываем Google Sheets. Далее необходимо указать действие «Добавить строку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь вам необходимо указать файл и лист, на которые будут передаваться новые данные из ManyChat. Теперь вы видите колонки Google таблицы, в которой необходимо назначить переменные из ManyChat. Если в первой колонке у вас прописано ее название, оно подтянется в скобках напротив каждой из них. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые колонки заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в вашу таблицу при каждом новом обращении из ManyChat. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Google Sheets». После успешной отправки переходим в Google таблицы и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все.
Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!